31 октября, ровно 20 лет назад, первым вице-президентом Российского философского общества, доктором философских наук, профессором Александром Николаевичем Чумаковым был основан сайт globalistica.ru. Я от всей души поздравляю. Такой очень представительный, мне хорошо знакомый творческий коллектив, который работает над замечательным, очень важным интернет-порталом globalistica.ru. Хотел бы отметить, что 2002 год, еще 3 года до создания факультета глобальных процессов, уже появился сайт globalistica.ru. Конечно же, первый, экспериментальный. Тогда за этим сайтом вели соответствующую необходимую работу представителя Российского философского общества. Эта идея возникла не случайно. Она появилась в свое время и в нужном месте, я бы сказал. Мы сделали сайт философского общества, Российского философского общества, где я был первым вице-президентом, он уже работал несколько лет. И тогда мне стало понятно, что это целое направление, глобалистика, которая к тому времени, как я уже сказал, тоже выстроилась как междисциплинарная область научного знания, она нуждается тоже в дополнительной площадке, интернет-площадке, вот это виртуальном формате общения. И вот эта идея, она воплотилась в то, что я, будучи первым вице-президентом философского общества, и по существу финансовая и всякая другая организационная деятельность была в моем ведении, вот, я попросил Елену Борисовну Золотых, кандидата геолого-минералогических наук, которая была подвижником и очень активным членом философского общества, она вела сайт Российского философского общества, я попросил ее взять тоже на свое техническое обеспечение сайт, вот такой придумали название globalistica.ru, и она согласилась, и она одновременно эти два сайта с 2002 года стала вести. Хочу обратить внимание, что сразу название сайта globalistica.ru. Global Studies, Globalization Studies, а globalistica.ru. Это наша такая русскоязычная версия того, что в мире в основном называется глобальными исследованиями. И с первых дней, с первых наших лет сотрудничества с профессором Чумаковым, которое началось, кстати, в 2005 году, то есть ровно тогда, когда возник и появился факультет глобальных процессов, мы имели честь и большое удовольствие сотрудничать. Что меня особенно, наверное, поразило и запомнилось, что на тот момент, пожалуй, портал был чуть ли не единственным в гуманитарной сфере таким научно-образовательным и информационным проектом, который вот так вот развивался поступательно, у него был определенный накопленный опыт, и он был фундированным, интересным и легко доступным для обывателей, людей, которые не знакомы с понятием глобалистика, глобализация и так далее. Сегодня портал – это уникальная международная информационная площадка, которая освещает и консолидирует процессы отечественных и зарубежных исследований от зарождения глобалистики до современности. Его основной задачей служит накопление информации о глобальных исследованиях, а также информирование общественности об этой области научного знания. Наряду с расширившейся библиотекой и наличием других информационных ресурсов портала, здесь теперь содержатся программы и учебно-методическая литература по различным курсам глобальной проблематики. Размещаются актуальные интервью с известными учеными и специалистами в области глобальных исследований. В режиме онлайн проходят семинары, конференции, конгрессы, которые затем в открытом доступе размещаются в записи. Широкую известность получили междисциплинарные семинары «Актуальные проблемы глобалистики», которые проходят каждый месяц. Важным фактором активизации работы портала является и то, что его разработкой и продвижением занимается большая группа креативных студентов и аспирантов факультета глобальных процессов МГУ имени Ломоносова. Когда сайт был перенесен на платформу факультета глобальных процессов, то здесь я прямо в первые же, что называется, контакты со студентами, уже непосредственно на полной ставке работая здесь, предложил студентам подключиться к работе над этим сайтом. Ну и вот ко мне подошли студенты, один из них
Илья Ивлеев так скромно подошли и сказали, мы могли бы попробовать. Попробовали. О сайте Глобалистика.ру я узнал через Ивлеева Илью, который на втором курсе вроде бы подошел ко мне и предложил заняться таким замечательным проектом, в то время которого еще толком не существовало. Но вот уже прошло приличное количество времени, я до сих пор возвращаюсь сюда, до сих пор там мы с ним общаемся по этому сайту и работаем, собственно, на нем. Узнал я о сайте Глобалистика.ру в 2018 году, когда обучался на втором курсе бакалавриата, и тогда я этому особого значения не придал. Тогда ходили разговоры о том, что собирается группа студентов для возрождения интернет-портала. И, в принципе, спустя время я подумал о том, что стоит проявить инициативу и поучаствовать в проекте. На самом деле, я тоже случайно узнал сайт Глобалистику. Это Александр Николаевич сам меня рекомендовал. Он советует меня участвовать, работать в этом сайте. О сайте Глобалистика.ру я еще узнал на первом курсе, когда писал курсовую работу, даже не курсовую, а УИРС. И много преподавателей мне подсказывали и говорили о том, что на этом сайте есть много хорошей литературы, которую можно применить для этой работы. И с того момента я часто его посещал и вообще, если честно, с первого курса я задумывался насчет того, чтобы там начать работать. О сайте Глобалистика.ру я узнал совершенно случайно. В этом мне помог мой очень хороший друг и товарищ. О ресурсе Глобалистика.ру я узнал после нашего знакомства с Александром Николаевичем Чумаковым, которое произошло на конгрессе Глобалистика в 2013 году. На тот момент, если не ошибаюсь, сайт Глобалистика.ру был тесно связан с другим информационным ресурсом Диалог21. На ресурсах размещалась информация о деятельности Российского философского общества, о постоянно действующем семинаре по глобалистике, также иная информация так или иначе связанная с вопросами глобализации, глобалистики и смежным. Глобалистика.ру, который сейчас играет неоценимую роль в популяризации глобальных исследований, в информировании всех наших коллег, друзей, соратников, единомышленников о многочисленных мероприятиях и памятных датах в жизни глобальных исследований всего мира. Я очень рад, что такая мощная команда наших молодых сподвижников, молодых соратников играет не только огромнейшую роль, но и живет вот этим проектом с прекрасным названием Глобалистика.ру. Отдельно хотелось бы отметить и поблагодарить за прекрасную работу Илью Ивлеева, нашего студента, Павла Юрченко, Алину Белоусову, Лев Штарк и много студентов, кто действительно проводит очень-очень хорошую работу, очень интенсивную работу по развитию деятельности портала. Поблагодарить и поздравить с такой большой датой. Уже нам, людям, давно работающим и занимающимся исследованиями глобалистикой, это очень близкая наука, очень близкое направление, и мы, занявшись единожды ей, несем ее в дальнейшем по своей жизни, ведь глобалистика — это судьба, и сайт глобалистика.ру — это тоже часть судьбы каждого из членов, который, единожды прикоснувшись, несет уже его в себе навсегда. Глобалистика.ру – это судьба, будущее, прогресс, объективность и база. Полезное дополнение к учебе студентов. Интегративная область научного знания и база. Площадка – это будущее, это развитие, это профессиональный и актуальный. Информация, потенциал, глобалистика, люди, и будущее.